Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю, наверное, самые ленивые пирожки с курицей и сыром. Буквально за 10 минут. Без лепки, без заморочек. Идеальный вариант для завтрака или быстрого ужина. Для приготовления теста мне понадобится: в муку добавляю пол чайной ложки соды и перемешиваю. В миску выливаю кефир. Для рецепта можно использовать кефир любой жирности. Добавляю одно яйцо, чайную ложку соли, неполную, чайную ложку сахара. Также в мое тесто сегодня я добавлю немного специй. Пол чайной ложки сушеного чеснока и пол чайной ложки орегано. Конечно, специи добавляйте по вкусу. Хорошо все перемешиваю венчиком. Теперь в эту массу я просеиваю муку с содой. Должно получиться вот такое достаточно густое тесто, которое с трудом сползает с венчика. Оставляю его пока постоять, а я подготовлю остальные добавки. Куриное филе режу небольшими кусочками. Можно еще слегка отбить ножом. Получится такой своеобразный рубленый фарш. Не надо измельчать все мелко, должны попадаться такие средние кусочки. Также сразу порежу зелень. Здесь у меня зеленый лук и немного укропа. Можно добавлять любую зелень, какую вы хотите. И теперь я все добавляю в тесто. Куриное филе, зелень и сыр. Сыр я заранее потерла на крупной терке. Здесь у меня 100 граммов сыра моцарелла. Перемешиваю все до однородности, и тесто готово. Фактически у нас получается не оладьи куриные, а такие ленивые пирожки с мясом, с курицей, сыром и зеленью. А готовится все так просто. Не надо ничего лепить. Все просто соединили вместе и обжариваем. Разогреваю сковородку, наливаю растительное масло. Делаю огонь тише и при помощи 2 ложек выкладываю тесто на сковородку. Формирую такие оладушки, пирожки. Не надо делать их слишком большими, чтобы они могли хорошо прожариться внутри. Огонь сразу сделайте тише. Когда оладушки обжарились с одной стороны, переворачиваю на другую. И сейчас я их буду обжаривать под закрытой крышкой, чтобы все хорошо приготовилось внутри. И таким образом под закрытой крышкой обжариваю оладьи примерно 3-4 минуты. Самое главное, дайте время оладушкам хорошо пропечься. Они получаются очень красивые, такие румяные. Можно пару раз перевернуть туда-сюда. Первая партия оладушек пирожков испеклась. Я их снимаю на тарелку. Великолепно! Ну как же это вкусно! И как быстро готовится все! И, конечно, сразу же жарю вторую партию. Все хорошо приготовилось. Курица внутри очень сочная. Блюдо получилось невероятно вкусным. Обязательно его приготовьте. Я желаю всем приятного аппетита. Пока!